я вам потом покажу. Короче, чтобы она мне... О! Все, выключаю. Ребят, расплавилась сталь. Сталь расплавилась. Приветствую всех своих подписчиков. Ну, продолжаю потихонечку делать кое-какие тут ролики. Ну, сейчас такое время, что все застряло, детали не идут. Вот, и неизвестно, что там будет дальше с Ютубом. Ну, пока я буду выкладывать. На Ютубе у меня основной канал, поэтому продолжаю тут ковыряться и все же буду вам что-то показывать, рассказывать, как обычно. Ну и как резервный я на Рутубе зарегистрировался. Вот сейчас для пробы кинул туда несколько последних роликов. Ну, отсюда же, с Ютуба, которые у меня тут были. Вот, ссылочка на канал в Рутубе. Ну, это на случай, если вдруг YouTube перестанет работать. Вот, я перейду туда. Ну, поэтому тут такое дело. Так что следите за каналом, и там вы меня вот по ссылочке снизу найдете. Пока я на YouTube, у меня будет основной это канал, и я сюда буду основную информацию свою выкладывать. А туда такие, ну, маленькие пока обзорные ролики буду, пока работает YouTube. Основное все будет на YouTube у меня. А там чисто, чтобы канал как-то развился. Ну, поскольку у меня канал не коммерческий, поэтому тут то, что отменили монетизацию, меня как-то это сильно не затронуло, поэтому как-то повыкручиваюсь. Ну ладно, сегодня я тут из того, что у меня было, немножко тут помотал разные индуктора, разные формы, и вот потестирую, начну такую серию роликов, ну простых, пока деталей нет, особо ничего нету, вообще, ну и трубка закончилась, все, перематываю, сматываю все эти свои старые индуктора на новые, и вот буду тестировать, какой, посмотрю, что под чего можно подогнать. В общем-то, печка, вот этот вариант, который вот ссылочка на печку, да, вот очень удачная модель получилась, очень все отлично работает, мне нравится, как это все работает, и то, что плавится цветной металл даже в керамических тиглях, это замечательно. Ну вот. Ну смотрите, в прошлом видео я показывал вот этот вот инвертор, сварочный, переделанный под индукционную печь. Я по просьбе, тут несколько подписчиков у меня попросили попробовать отстроить все это дело под керамические тигли. Но поскольку керамических тиглей у меня нет, поэтому я плавил так, вообще без тигля. Цветные металлы именно. Ну вот тут что я пробовал. Ну я показывал в прошлом видео, как греются цветные металлы. Сейчас у меня вот в этом. Вот это алюминий, вот это серебро, вот это латунь. Ну а это вот медь. Ну это все вообще без тигля. Просто вот я клал на асбестовую подложку и расплавлял непосредственно здесь. Ну и пока тут особо сейчас ничего нет, ни с деталями тяжело сейчас стало, совсем тяжело. Поэтому вот свои какие-то старые трубки, старые индуктора я перемотал и ну такую сделаю серию роликов, вот потестирую на этой же печке. Вот пока жду. Вот подписчики обещали мне керамический прислать тигель, ну, чтобы окончательно все это дело проверить. Вот этот индуктор у меня как раз и намотан был под керамический тигель. А тут я намотал себе, смотрите, еще разных под разные задачи. У меня спрашивают только вот такой вот, может быть, маленький, да, индуктор, либо можно какого-то другого размера намотать. Ну смотрите, вот этот у меня 60 внутренний диаметр, 60 миллиметров у него, да. Ну и самый большой, который я пробовал, вот этот вот индуктор, вот такой. Я показывал его тоже, шестеренки в нем грел большие по диаметру. Подписчик из Челябинска мне вот присылал их тоже потестировать. Но этот 130 в диаметре. Вот. В принципе, вот такие размеры можно подключить вот к переделанному сварочному инвертору.
Ну а так разные, под разные задачи. Вот этот чуть побольше у меня намотан, тоже сюда. Потом вот плоский намотал, тоже спрашивают у меня подписчики по поводу плоского, чтобы как-то греть, ну, не вставляя в индуктор, а как-то по-другому. Ну вот я решил намотать, тоже вот перемотал трубочку старую свою. Спрашивают, как я мотаю, но чтобы вот намотать его, да, мотаю я вручную. Чтобы намотать, трубку надо отжигать. До красна ее прокаливать и потом резко охлаждать в воде. В принципе, можно не охлаждать, она тоже будет мягкая. Вот, и мотаешь. Но надо понимать, что, допустим, вот один раз ее согнул после отжига, и она опять жесткая становится. Поэтому, если надо еще где-то догнуть или как-то перегнуть, поправить, то надо опять раскаливать ее до красна, саму трубку. Я ее грею вот таким баллончиком сейчас. Вот. В принципе, вот этой горелочки хватает. Но этой же горелочкой я и запаиваю медным припоем. Я показывал в каком-то видео, как я это делал. Вот. Поэтому, что касаемо намотки индукторов. Сейчас вот под это, вот как у меня тут все отстроено, у меня где-то 2 метра, 2,20 вот так трубки уходит на намотку индуктора. И где-то 1,80 м, 2 метра, ну как получится. На сам индуктор идет, остальное концы на подводку. Вот так, чтобы попасть в частоту. Потому что емкость там стоит постоянная, не меняется. И поэтому, чтобы регулировался резонанс вот в доступных частотах, у меня сейчас сделано от 85 и до 45, такой интервал, я ушел чуть в высокие частоты. Вот, вот так вот я исхожу из этого расчета. Так, еще сейчас покажу. Вот смотрите, вот такой индуктор тоже намотал. Но я тоже тут хочу еще проверить, как будет греться железо непосредственно. Тоже многие спрашивают по железу. Тоже я это все покажу, проверю. Вот такой индуктор. Ну вот эти индуктора, вот этот, да, совсем маленький, я его мотал непосредственно вот под маленький тигелек, это карбид кремния, он очень плохо греется сам от индукционных токов, поэтому, ну, ведет себя почти как керамический. Вот я на нем и пробую вот, плавить, если надо что-то такое вот попробовать расплавить. При настройках я вот его использую, он фактически сам не нагревается от индукционных токов, но при этом держит приличную температуру и не выгорает, как обычный графитовый. Вот. Этот намотан 6-кой трубкой, в основном я 10-кой все мотаю. Вот это, ну, 10-ка тяжело мотается, если маленький диаметр, то вот я взял 6-ку, допаял сюда концы на 10-ку, ну, переходники, чтобы можно было подключить. У меня помпочка слабенькая, я рассказывал в прошлых видео, она очень медленно качает воду. Для 10-ки для охлаждения хватает, через 6-ку она идет очень медленно, и если большие токи давать, то вот в таком индукторе вода закипает. Поэтому надо помпочку помощнее ставить, тогда можно использовать и трубку 6-го диаметра. В принципе, она тоже годится. Вот такой индуктор у меня. И вот такой формы индуктор. Это я намотал для расчета. У меня спрашивают про напайку, наварку резцов. Вот. Это тоже больше для нагрева железа. Ну, чтобы вот на резец так опускать. Но это я буду тестировать, я вам все это дело покажу. Я так по одному видео буду делать, чтобы небольшие. Каждое видео что-то протестирую, какой-то один. Вот это у меня подписчики спрашивали. Вот такой намотал большой индуктор, вот такой формы. Это нужно было греть большую трубу из нержавейки. Вот, у них своя задача была попробовать. Вот тоже вот намотал под них, тоже вам покажу. Как и что, 110-я труба из нержавейки, толстостенная, для нагрева ее именно сбоку. Не снизу и не вставлять ее, вот, а именно сбоку нужно греть. Такая задача стояла. Ну вот. Ну и, соответственно, такой же намотал поменьше индуктор. Он 8-ка трубка.
Очень тяжело вот изгибать, вот так вот сюда загибать десятку, даже если ее отжигаешь, очень тяжело загнуть. Вот. Восьмерку полегче изогнуть, тоже под такие же задачи, либо сбоку тигель подставлять. Ну, я подумаю, просто такой какой-то вот подумал, может быть, такая форма вот более универсальная будет как-то греть получше. Ну, вот так, пока вот из того, что у меня есть, все, фактически выработал все свои остатки трубок, перемотал какие-то старые пробные свои индуктора. Вот сейчас у меня есть чем заняться, буду тестировать, смотреть, как и что работает, и заодно проверю, как будет работать сам сварочный инвертор на других индукторах. Из того расчета исхожу, что он сейчас у меня отстроен на керамические тигли, которые сами не греются, именно на прямой нагрев цветных металлов. Вот, поэтому тут я не знаю. Но буду пробовать все, и я вам все покажу, расскажу. Так что такая серия роликов будет. Сегодня потестирую, наверное, там плоский намотал индуктор, посмотрю, что он может и как и что будет греться, и где это можно применить, вот такой индуктор. Ну и потихоньку жду деталей, там переделываю, вот ссылочка на видео, который полумост я делал, да, вот. Но там немножко нехорошо получилось, греется корпус, пришлось его пилить, и я решил переделать его так же конструктивно, как и мостовой. Сбоку вынесу вот сам резонансный контур. Вот. И вам тоже это все потом покажу, расскажу и заодно тоже потестирую, как будет работать полумост. Вот. А так, что из последних новостей у меня тут еще? Ну что, купил себе паяльник. Вот, 200-ваттовый. А то у меня паяльник мощный, которым я паял. Но ему, наверное, лет 40, а то и 50. Он еще с советских времен. Ну, сгорел, все. Не выдержал. А к медным пластинам припаивать конденсаторы лучше таким высокотемпературным припоем, поэтому ничем больше, даже с горелкой сложно припаять. Вот попробовал 200-ваттовый, в принципе нормально тянет, нормально паяет. Не знаю, сколько он продержится. Просто сейчас делают чисто такие разовые поделки, поэтому сложно сказать. Вот. Заказывал на Озоне, вот, так вот успел перед этим всем подорожанием и перед этой всей вот. Да. Ну вот, ну и что, еще что я могу тут показать, сейчас. А вот, смотрите, вот сюда я ставил, вот здесь видно, да, ну такая головка, да, вот. В этом мне понравилась цифровая, но их как не нашел я в продаже, и на Алиэкспресс не нашел. Вот, и тут мне попалась вот такая головка, вот, она на динрейку. Ну, так вот по виду и по функциям она очень похожа вот на эту, которую вот я ставлю на индукционные нагреватели свои, тоже вот переключается. Я ее еще не тестировал, вот только вот получил. Она, конечно, подороже, но в принципе я думаю, что вот ее я и буду использовать. Тут как раз ватты, киловатты, амперы, вольты, косинус фи. Еще время показывает. Ну, короче, вот такая полная головка. Ну вот. Вот попробую вместо амперметра там, пока вот возможность есть. Потом перейду на аналоговые стрелочные амперметры и буду это все. Тогда придется ставить, потому что все дорожает ужасно и особо не потянуть. Ну и транзисторы на всякий случай, вот эти 40-е заказал, тоже подвернулись недорого. 40N60. Вот они в микре как раз они стоят. И в принципе, ну нормально, они до 4 киловатт у меня вытягивают, вот последняя печка. Поэтому я думаю, что это реально. Ну, при запас взял, тоже пусть будут, потому что неизвестно, что и как дальше получится. Ну что, ребят, давайте сейчас я вот начну с индукторами. Ну все, ну понятно, да? Ищите меня по ссылочке там внизу на Рутубе. Вот, еще Яндекс.Дзен
я тоже зарегистрировался, но на всякий случай. Тоже попробую кинуть туда пару роликов, посмотрю, как там, что работает. Потому что на Рутубе очень все долго грузится, все это долго модерируется. Там, ну, очень, ну, мне не понравилось, во всяком случае, пока. Там видно будет, и как статистика там тоже. Конечно, на Ютубе все это очень удобно и очень хорошо работает. Вот. Ну, посмотрим на Яндексе, как получится. Ну, тематику я не меняю, все то же самое у меня пока останется. Вот, индукционный нагрев печки, просто мне интересно с этим повозиться, и я вам буду все это дело показывать, рассказывать. Ну, поехали, давайте сейчас что-нибудь покажу. Есть вот такой, это самокал, сталь. Вот. Ну ее отпустишь, вот она когда красная гнется, а потом она остывает и опять такая сталистая. 1,5 мм толщиной. Сейчас вот я ее и попробую как раз на этом деле погреть. Посмотрю, что, ну, как будет распределяться, как греться. Потому что многие спрашивают, вот, кто там ножи или что-то вот делает, спрашивали меня, можно как-то греть не в цилиндрическом, а в таком. Ну, сейчас как раз и попробуем. Так, ну что, а ширина у нее 27 миллиметров, толщина 1,5 миллиметра. Ну, вот так, ну ладно, все, включаю. Что долго разговаривать тут. Так, чтобы не коротнуть, положу. Так, и пошли поднимать частоту, увеличиваем мощность. 3. Видно там, да? Ну, вроде видно. 5, 6, 7. Ну вот, 12 ампер. Больше не буду давать. Посмотрим, что оно там. 12-13 как. А, ну вон, закраснело сразу. Ага, понятно. Видите, как распределяется? Все равно от краев идет это дело. Ну, греет очень хорошо. Это тут у меня бура была насыпана, я просто смотрел, плавится, не плавится. Но, в принципе, до температуры плавления, смотрите, вот заискрило, все, плавится сталь. Сейчас я вам потом покажу. Короче, чтобы она мне... О! Все, выключаю. Ребят, расплавилась сталь. Сталь расплавилась. На плоском индукторе нормально. В принципе, кто говорил, вот если ковать кому-то, говорят, недостаточно, но я думаю, что такой температуры достаточно. Вот здесь вот это оплавлено у меня, ну я вот так вот, видно, да? Ну все, оно поплыло. И чуть бы подержать, еще оно вообще вся оплавилась бы. Так что, в принципе, такой индуктор вполне реально тоже можно как-то использовать. Ладно, сейчас что-нибудь еще тестанем. Мне даже самому интересно. Я просто обычно на таких кастрюльку ставлю, а так... Ну и кастрюльку тоже поставим. Ну вот кусочек латуни. Довольно толстый. Я намочил его. Я его вот плавил, выливал. Ну, в тигле плавил. Сейчас посмотрю, как нагреется. Ну, намочил, чтобы было видно. Греться будет, значит, он быстренько высохнет. Если не будет, значит, он мокрый останется. Ну, ладно, попробуем сейчас. Так, посмотрим. Просто в цилиндрическом вот он плавится. Непосредственно даже без тигля нормально плавится. Вот меня плоский интересует, что будет. Ну что, включаемся. Ну, ей тоже 12 ампер дадим. Ну, 12 ампер. Ну вот, пар пошел, закипело. Видно, да? Вода закипела, греется быстро. В принципе, нормально.
поднимая больше 12, его индукционные токи поднимают этот кусок, смотрите, съезжает. 15 ампер, они его сдвигают. Тяжелая же штука, смотрите, вот 8, вот 15 ампер, она его двинула. Опять, смотрите, вот 5, 8, опа, 15 ампер поднимает его. Почернела латунь уже, в принципе, расплавится даже так. Смотрите, это 11 ампер, но вон латунь лежит, без всякого тигля, и в принципе ее можно тут расплавить, я думаю, запросто. Уже вон тот край начинает плавиться. Если мы чуть добавим, 13 ампер, 15 ампер. Ну да, расплавится. Расплавится без стигля. Но я не буду доводить, потому что протечет, он прожгет. Это еще, боюсь, асбест, и у меня тут все закоротит. Ну понятно, что очень хорошо греется этот кусок латуни. Достаточно тяжелый, он большой. Ну, вот так. У меня где-то припой был. Ладно, не буду искать. Высокотемпературный посмотреть. Какая температура. Ну, вот так. Это латунь. Просто лежит на асбесте. Сейчас потыкаю, посмотрю, что там. Ну нет, она еще не плавится. Ну так, уже состояние такое. Сейчас чуть-чуть только добавлю еще. Ну вот 15 ампер. Вот видите. 15 ампер. Это 2700. Это то, что счетчик считает. А если без учета косинуса фи, вольты на амперы, 3,5 киловатта. А это косинус фи 0,7. Ну, оно все. Все, ребят, начинает плавиться. О, смотрите. Все, потекло. Все, латунь потекла. Это к медной припаялась она. Все, не буду я больше. Все, а то у меня прожгется тут все. Выключаю. Ну вот как-то так, смотрите. В принципе, можно и на плоском расплавить. Так что применить можно где. Вот там отплавился кусочек, сюда приплавился. Короче, ну нормально, такой индуктор тоже имеет право на жизнь. Ну, сейчас хочу посмотреть. Вот это алюминий, ну, довольно тяжелая, довольно крупная часть, она толстая. Зависеть тут под рукой особо не на чем. Тоже посмотрю, как будет непосредственно без воды греться на таком индукторе. Сейчас посмотрим, что будет. Так, включаемся. Поднимаю ток. Там видно, ну, смотрим. Вот сюда можно смотреть. Это мощность, то, что потребляет по счетчику, это ток, а это напряжение. Поехала. На 5 амперах уже левитирует она здесь, подлетает. Видите, ток добавляю и улетает. Горячая. О, интересно.
Видите, как себя ведет. Не положить даже на место, улетает на 4 амперах. Забавно, да? Надо чем-то придавить. Ну, горячая. Уже горячая. Алюминий, в принципе, расплавится вот на этой. Ух ты. Горячая. Уже, не знаю, ну, где-то под 90 градусов получается. Это всего на 5 амперах, поэтому чем бы придавить, мне его подержать, чтобы нагреть на чего-нибудь побольше. Съезжает. Вот я поэтому и говорю, что нужно в какой-то все-таки тигель, чтобы это не уезжало, а было. Поднимает его токами индукционными и слетает даже такая тяжелая. Тяжелый такой. Забавно. Висит, не касается даже это подложки. Висит в воздухе. А, и вот, смотрите, начал плавиться. Вот точечки вот эти маленькие, вот они появляются. Начал расплавляться. Ну, сейчас я, чтобы ток сразу убрать. Интересно, он плавится такими вот шариками. Смотрите. Выступают шарики такие из него и плавятся. Вот, все. Ну все, пошел плавиться. Короче, смотрите, на 2 киловаттах 11 ампер фактически алюминий плавится без тигля. Вот он там жиденький. Такие из него выступают такие части. Он как-то плавится не весь сразу, а частями. Любопытно. И при этом он висит в воздухе. Чем хорошо в индукционном вот плавке такой, шлак, он индукционными токами, шлак отсюда выжимается. Сейчас я прикрою чуть-чуть, и будет видно, что он там красный. Вон и побулькивает. Вот. Все, пошел. Пошел плавиться. Ну, тут уже жидко. Все, так, чтобы мне тут он не вытек оттуда, я его в серединку сгоню. Все, ребят, все, выключаю. Ну вон. Ну вот, работает плоский индуктор нормально. Выключаю ток, убираю. Все, вот сел. Смотрите, ток добавляю. Подлетает. Как живой. Все, ну все, выключаю. Ну, для начала проверю, так как на индукционных плитках, ну, которые для приготовления пищи, алюминиевая посуда не работает. Вот у меня алюминиевый ковшик. Чисто алюминиевый. Сейчас я его сюда поставлю. Ну и посмотрю, что будет. Еще не пробовал сам. Это подложечка асбестовая. Так, не перевесит. Да, не, вроде нормально. Ну что, включаем. Посмотрим еще на какой частоте, не знаю. В принципе, ушло тоже 2 метра трубки фактически на этот индуктор. По идее, должен попасть вот в регулировку. Ну, посмотрим сейчас. Включаю. Ну и пойдем к резонансу. Пусть это вот мощность, это амперы. Если видно там, а это напряжение в сети. Хорошее сейчас напряжение. Никого нет здесь на даче, так напряжение нормальное. 1 ампер, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
Ну, на 10 пока остановлюсь. Вот, до 1800. Сейчас посмотрим, будет греться, не будет греться. Туда бы термометр бы, конечно, как-нибудь опустить. Ну греется уже, тепленько. Нормально, 11. Так, еще добавлю мощности. Ну, до 15 ампер нормально этот индуктор и тянет. До 2,5 киловатт на алюминиевую посуду. Так, частоту решил померить. Сейчас покажу. Смотрите, 57,4 килогерца. Видно, да? Так вот. Но это еще далеко от резонанса, потому что тут почти до 18 ампер можно поднять, поэтому в принципе греется. Ну там уже градусов под 50 уже. Ну смотрите, в принципе закипает. Вот уже видно, ну наверное видно, там пузырит, дымит. Это алюминиевая кастрюлька. 11 ампер это напряжение, а это мощность, которая, ну, по счетчику с учетом косинуса фи. Если вольты амперы, то это будет 2,6 киловатт, а косинус фи 0,7 в этой печке. Ну вот потребляет по счетчику 1900. Ну вот все, закипело. Ребят, закипело. Все, уменьшаю. Можно, видите, уменьшить. Вот 6 ампер, и она так тихонечко в этой алюминиевой кастрюльке идет. В принципе, значит, можно его использовать, этот инвертор, и с таким индуктором для нагрева в чем-то и алюминиевом или в медном, ну все равно в каком материале, без разницы, греет. Алюминий непосредственно тоже. Ну вот кипит все. Ну выключаем. А здесь вот так. Ну убираем частоту. Это 57 килогерц. Все, выключаем. Ну вот и все. То, что хотел показать, рассказать, показал, рассказал. Не знаю, как часто сейчас я буду все это дело показывать. Но я тут копошу, сделаю. Но особо настроения что-то снимать не появляется. Так для себя что-то делаю, чтобы себя чем-то занять. Так что всем пока. Если не получится на ютубе, ищите меня в Яндекс.Дзен или в телеграм-канале. Ссылочка будет внизу под описанием этого видео. Ну а так я буду, как обычно, по мере возможности здесь на своем YouTube канале что-то показывать, рассказывать. Может, кому-то это все-таки нужно. Ну, пока.